Привет, Арми. Все думали, что это просто очередной рекламный ролик люксового бренда. Чингук стоял под светом софитов в часах Хобрл, выглядя недосягаемым, идеальный глобальный амбассадор. Но за кулисами произошло нечто, к чему никто не был готов. Потому что в тот момент, когда Тэхён вошел в комнату, вся атмосфера изменилась. Камеры продолжали снимать. Персонал замер. И выражение лица Чингука перестало быть игрой. То, что должно было стать безупречной рекламной фотосессией, внезапно превратилось в момент, который фанаты по всему миру до сих пор пытаются понять. То, что произошло дальше, превратило видео Чингука с Хобрл в нечто гораздо более личное и гораздо более взрывное. Оставайтесь со мной, потому что настоящая история начинается сейчас. Комната не взорвалась, воцарилась тишина. Не та комфортная тишина, а та, что давит на грудь. Та, которая заставляет даже тех, кому платят за то, чтобы они оставались невидимыми, вдруг почувствовать себя замеченными. Чингук все еще стоял там, где хотели камеры. Идеальная осанка, идеальное освещение, роскошные часы сверкали на его запястье, словно ничто в мире не могло его коснуться. Но что-то было не так. Его взгляд больше не был прикован к объективу. Он был устремлен на дверной проем, потому что Тэхён только что вошел. Никакого объявления, никакого сигнала, просто тихое изменение в воздухе, словно сама атмосфера решила сменить сторону. Члены съемочной группы заметили это мгновенно. Шепот прекратился. Кто-то опустил планшет. Стилист замер на полшага, делая вид, что поправляет рукав, чтобы найти предлог не двигаться. Этого не было в расписании, и Чингук это знал. На секунду он не моргнул. Его челюсть напряглась. Недостаточно, чтобы это зафиксировали камеры, но достаточно, чтобы это заметил любой, кто его действительно знал. Тэхён ничего не сказал. Ему это было не нужно. Он просто стоял и смотрел, не с улыбкой, не с любопытством, а с чем-то более глубоким, чем-то нечитаемым. Режиссер откашлялся, пытаясь восстановить контроль над обстановкой. Давайте продолжим с последней отметки. Но момент уже ускользнул. Чингук снова поднял запястье, повторяя ту же позу, которую он идеально выполнял уже дюжину раз. Но теперь это было по-другому, натянуто, словно он пытался удержать что-то, что уже падало. Тэхён сделал один медленный шаг вперед, затем еще один. Каждый шаг был тихим, но казался громким. Никто его не остановил, потому что никто не знал, стоит ли это делать. Наконец, Чингук отвел взгляд от камеры. Их взгляды встретились, и в эту долю секунды история, которую пытался рассказать бренд, перестала иметь значение. Речь шла уже не о часах. Речь шла не о съемке. Речь шла о двух людях, которых связывает слишком много общего, чтобы притворяться, что ничего не происходит. Тэхён слегка наклонил голову ровно настолько, чтобы дать понять что-то, что мог понять только Чингук. Чингук сглотнул. Прошла секунда, затем еще одна. Режиссер открыл рот, но Чингук двинулся первым. «Можно нам минутку?» – тихо сказал он. Это было негромко, но звучало убедительно. Съемочная группа обменялись взглядами. Прерывать роскошную фотосессию посреди идеального дубля было немыслимо. И все же никто не спорил, потому что Чингук смотрел не на них. Он смотрел на Тэхёна. Тэхён медленно кивнул. И вот так, что бы ни случилось дальше, никто больше не мог это контролировать. Они прошли мимо камер, мимо стилистов, делавших вид, что не смотрят, пока коридор не поглотил их в тени. В тот момент, когда дверь закрылась, атмосфера изменилась. «Почему сейчас?» – спросил Чингук. «После всего этого времени зачем ты здесь?» Тэхён не ответил сразу. Он прислонился к стене, скрестив руки. «Потому что я посмотрел превью этой фотосессии и то, как ты выглядел». «Как я выглядел?» Чингук нахмурился. «Как человек, который научился быть идеальным», – тихо сказал Тэхён, но не научился быть просто нормальным. Это задело Чингука сильнее, чем он ожидал.
Ты думаешь, что знаешь, что я чувствую, глядя на экран? Резко выпалил он. Кажется, я тебя знаю. Тишина. На этот раз тяжелая. Ты ушел, сказал Чингук. Я ушел, потому что ты перестал меня пускать, ответил Тэхён. Напряжение между ними ощущалось очень сильно. Ты думаешь, что носить дорогую одежду делает тебя неприкасаемым? Продолжил Тэхён. Это не так. Это просто делает тебя еще более одиноким. Тогда почему ты здесь? Потому что я не мог выносить, как ты исчезаешь за чем-то, что не является тобой. Когда они вернулись на съемочную площадку, все выглядело так же, но ощущалось иначе. Чингук занял свое место. Камеры включены. Свет яркий. Снаружи он снова был идеален. Но внутри все казалось хрупким. Тэхён стоял на краю площадки, молча наблюдая. «Добавьте больше интенсивности», — сказал режиссер. И Чингук добавил, но не ради бренда. Ради Тэхёна. На долю секунды их взгляды снова встретились. И все начали замечать, что-то настоящее происходило. Затем это начало распространяться. Кто-то увидел их в коридоре. Появился видеоролик. Посты начали появляться. «Это уже становится вирусным», — сказал сотрудник. Чингук замер. Люди додумывают. Тэхён слабо улыбнулся. Они всегда так делают. Напряжение достигло пика. «Кто мы?» — тихо спросил Чингук. Тэхён подошел ближе. «Мы — причина того, что ты больше не можешь смотреть в камеру так же, как раньше». Начался финальный дубль. Чингук встал перед камерой. Но на этот раз он шагнул вперед. Не от объектива, а к Тэхёну. В комнате воцарилась тишина. Никто этого не ожидал. Чингук, режиссер, замялся. Но Чингук не остановился. Он встал прямо перед Тэхёном. «Так вот как все закончится?» — спросил он. «Так все начнется», — ответил Тэхён. Чингук выдохнул. «Я так долго был тем, кем все хотели меня видеть. Но ты единственный, кто когда-либо спрашивал, что мне нужно». Тэхён пристально посмотрел на него. «А что тебе нужно?» Чингук помедлил всего мгновение. Затем сказал «тебе». Атмосфера мгновенно изменилась. Зазвонили телефоны. Люди перешептывались. Вбежал напряженный менеджер. Это уже повсюду. Их видео из коридора уже набрало миллионы просмотров. Чингук посмотрел на экран. И слишком поздно понял, мир ждал не их правды. Он ждал их ошибки. И то, что произойдет дальше, решит, уничтожит ли их эта история или сделает непобедимыми. Студия не вернулась к нормальному состоянию. Не могла. Даже после того, как свет погас и персонал попытался восстановить порядок, что-то уже изменилось безвозвратно. Воздух стал тяжелее, словно каждый вдох нес последствия, к которому никто не был готов. Чингук не двинулся с места. Его взгляд все еще был прикован к Тэхёну, словно весь остальной мир растворился в фоновом шуме. Впервые с тех пор, как включились камеры, он не играл роль. Он выбирал. «Чингук, нам нужно это прекратить. Немедленно». Голос менеджера резко и настойчиво прорезал напряжение. «Это уже в тренде. С каждой секундой, что ты здесь стоишь, становится хуже. Хуже». Слово эхом разнеслось, но не произвело должного впечатления. Чингук взглянул на экраны на съемочной площадке. Видеоролики повторялись по кругу. Заголовки формировались в режиме реального времени. Слухи распространялись быстрее, чем кто-либо мог их сдержать. Но ничто не сравнилось по громкости с тишиной между ним и Тэхёном. «Вы все еще можете это исправить», — продолжил менеджер.
Вернитесь, закончите съемку, и мы будем контролировать ход событий. Контролировать. Именно это слово они всегда использовали. Чингук медленно выдохнул, слегка сжав пальцы. Годами он следовал каждому указанию, каждому сценарию, каждому ожиданию, которое на него возлагалось. Но сейчас ничто из этого не казалось реальным. «А что, если я не хочу это исправлять?» — тихо спросил он. В комнате снова воцарилась тишина. Менеджер моргнул. «Что?» Чингук не повысил голос. Ему это было не нужно. А что, если это не то, что нужно исправлять? По персоналу прокатилась волна беспокойства. Это не входило в какой-либо план. Это нельзя было отредактировать, обрезать или переснять. Это было реально, и это делало это опасным. Тэхён внимательно наблюдал за ним, не перебивая, не навязываясь. Просто был там. Просто присутствовал. «Вы не понимаете, к чему это приведет», — сказал менеджер, подойдя ближе. «Контракты. Бренды. Ваш имидж — все под угрозой». Чингук наконец отвел взгляд от Тэхёна. «Но ненадолго». «Знаю», — ответил он. А затем, тише, вот почему это важно. Слова повисли в воздухе, тяжелее всего, что было раньше. Зазвонил еще один телефон. Потом еще один. Кто-то прошептал, это только что попало в международные тренды. Теперь мир наблюдал. Не ждал. Наблюдал. Тэхён сделал небольшой шаг вперед, сократив расстояние ровно настолько. «Сейчас ты сам принимаешь решение», — тихо сказал он. «Не за них. За себя». Сердце Чингука бешено колотилось в ушах. За них или за себя? Ради образа или ради правды? Он в последний раз взглянул на камеры, свет, идеальный кадр, тот образ, который запомнил весь мир. Затем он снова посмотрел на Тэхёна. И в тот момент выбор перестал казаться невозможным. Он стал казаться неизбежным. Чингук сделал шаг вперед. Не как айдол. Не как бренд. А как он сам. И где-то в этом хаосе, пока мир за пределами комнаты продолжал катиться по наклонной, стало ясно одно – эту историю больше нельзя было скрывать. Теперь им предстояло столкнуться с ней лицом к лицу. Этот шаг изменил все. Не потому, что он был драматичным. Не потому, что он был громким. А потому, что он был реальным, и каждый в комнате это чувствовал. Никакого сценария. Никаких указаний. Никакого контроля. Просто Чингук, стоящий именно там, где он хотел быть. Вокруг них разразилась волна движения. Персонал перешептывался, менеджеры подавали сигналы, охрана незаметно приближалась. Съемочная площадка перестала быть просто площадкой, она стала ситуацией. «Выключите камеры», — сказал кто-то. Но никто не двинулся достаточно быстро. Потому что даже те, кто обучен контролировать подобные моменты, не хотели их пропустить. Чингук остановился всего в нескольких сантиметрах от Тэхёна. Достаточно близко, чтобы заметить легкое вздохновение. Достаточно близко, чтобы заметить, что впервые с момента входа Тэхён выглядел неуверенно. «Ты сказал, что все начинается здесь», — тихо сказал Чингук. Тэхён не отвел от него взгляда. «Так и есть». «Тогда». «Не отводи взгляд». Что-то выражение лица Тэхёна изменилось, словно стена, которую он слишком долго поддерживал, наконец-то треснула. «Не отводи», — ответил он. Позади них шум усилился. Снова зазвонил телефон. Кто-то выругался себе под нос. Продюсер промчался мимо, настойчиво шепча в гарнитуру, это теперь повсюду. Не только клипы, живые обсуждения, фанатские монтажи, новостные репортажи. Мир уже завладел этой историей. И он не собирался отпускать.
Чингук медленно выдохнул, словно пытаясь укрепиться в единственном, что еще казалось ему надежным. В Тэхёне. «Ты всегда ненавидел эту часть», — тихо сказал Тэхён. «Когда все перестает быть личным». Чингук слабо, почти безрадостно улыбнулся. «Это никогда не было по-настоящему личным». «Нет», — признался Тэхён. «Но это было наше». Это слово задержалось. «Наше». На секунду все остальное снова померкло. Ни камер, ни персонала, ни заголовков, появляющихся в режиме реального времени. Просто история, незавершенная, неразрешенная, и внезапно ее невозможно было игнорировать. «Что теперь будет?» — спросил Чингук. В его голосе не было страха. Это было нечто более опасное. Готовность. Тэхён не ответил сразу. Его взгляд пробежался по лицу Чингука, словно он убеждался, что это не очередной момент, который исчезнет в тот же миг, как реальность даст о себе знать. Затем он тихо сказал: «Теперь мы перестанем притворяться». Эти слова прозвучали сильнее всего. Потому что пути назад не было. Резкий голос прорезал воздух. «Мы прекращаем это. Все вон, сейчас же». Старший менеджер шагнул вперед, больше не пытаясь скрыть срочность. Это была уже не попытка минимизировать ущерб. Это было сдерживание. Свет еще больше погас. Члены команды начали двигаться, на этот раз быстрее. Оборудование отключали. Ассистенты отводили людей от центра комнаты. Но все же. Никто по-настоящему не ушел. Не совсем. Потому что каждый присутствующий знал, что он является свидетелем чего-то, что не просто исчезнет. Оно будет преследовать его. Чингук наконец огляделся, оценивая обстановку. Разрушенная иллюзия совершенства. Тщательно выстроенный мир, распадающийся по кусочкам. «Вот чего они боятся», — тихо сказал он. Тэхён проследил за его взглядом. «Ни слухов». «Правда», — закончил Чингук. Зажужжало еще одно уведомление, на этот раз громче, словно весь мир отказывался оставаться незамеченным. Сотрудник немного помедлил, затем снова повернул экран к ним. Цифры росли. Просмотры множились. Их момент больше не их. Чингук секунду смотрел на экран. Затем отвел взгляд. «Пусть смотрят», — сказал он. Взгляд Тэхёна мелькнул. «Ты серьезно?» Чингук кивнул. «На этот раз я не хочу убегать». Тишина. На этот раз не тяжелая. Ясная. Решительная. За пределами студии буря только разгоралась. Но внутри что-то наконец успокоилось. Не хаос. Не последствия. А выбор. И это изменило все. Двери не оставались закрытыми долго. Резкий стук сменился звуком их открытия, быстрого, контролируемого, но настойчивого. На этот раз вошло больше людей. Не стилисты. Не съемочная группа. Руководители. Одно их присутствие снова изменило атмосферу. Речь шла уже не просто о сорванной съемке. Это вышло за рамки, стало масштабнее, чем комната, масштабнее момента. Чингук. Голос был спокойным, но твердым. Нам нужно это закончить. Сейчас же. Не пауза. Конец. Чингук не ответил сразу. Он стоял между двумя мирами, тем, который его создал, и тем, который наконец-то предлагал ему сделать выбор. Тэхён тоже молчал. Но и не отступил. Это, как ни странно, говорило обо всем. «Речь идет о контрактах», — продолжил один из руководителей. «Глобальные компании. Партнерство. Вы понимаете, что поставлено на карту?» Чингук медленно выдохнул. «Понимаю.
Тогда отойдите, настаивал голос. Мы сами займемся развитием событий. Мы всегда это делаем. На мгновение это почти сработало. Годы тренировок. Годы дисциплины. Годы умения точно знать, когда нужно отступить, когда улыбнуться, когда позволить событиям развиваться своим чередом. Его рука слегка дернулась. Затем он посмотрел на Тэхёна. И все снова развалилось. Не в хаосе. В ясности. «Нет», — сказал Чингук. Слово прозвучало негромко. Но оно прозвучало сильнее всего остального в комнате. Руководители замерли. «Я не собираюсь уходить». По пространству прокатилась волна, шок, недоверие, что-то опасно близкое к панике. «Чингук», — предупредил менеджер, теперь уже тише, «хорошо подумай». «Подумай», — ответил он. И затем, не отрывая взгляда от Тэхёна. «Впервые я действительно это делаю». Последовавшая тишина не была пустой. Она была окончательной. Выражение лица Тэхёна изменилось, не резко, не внезапно. Просто достаточно, чтобы показать, что то, что он сдерживал, он больше не сдерживал. «Ты действительно это делаешь», — тихо сказал он. Чингук кивнул. «Я больше не позволю другим людям решать, какие части меня настоящие». Где-то позади них раздался голос: «Мы больше не можем это контролировать». И это была правда. Это нельзя было отредактировать. Или перевернуть. Или сдержать. Это происходило само собой. Джи снова подняли трубку. Потом еще одну. На этот раз никто не пытался это остановить. Потому что остановить это означало бы признать, что это все еще можно остановить. А остановить это было невозможно. Чингук бросил последний взгляд на съемочную площадку, свет, камеры, тщательно выстроенное совершенство, которое так долго определяло его. Затем он шагнул вперед. Достаточно близко, чтобы между ним и Тэхёном не осталось места. Никакой дистанции. Никакой двусмысленности. Никакого места для интерпретации. Комната наполнилась вздохами, тихими, резкими, которые невозможно было скрыть. «Чингук», — начал кто-то. Но было слишком поздно. Он уже пересек черту. Голос Тэхёна понизился, едва слышно. «Если мы это сделаем, ничего не изменить». Ответ Чингука последовал без колебаний. «Я знаю». И затем он потянулся к нему. Не драматично. Не торопливо. Просто уверенно. Мир за окном не остановился. Уведомления взорвались. Платформы переполнились. История разлетелась на 1000 версий за считанные секунды. Кто-то назвал это шокирующим. Кто-то безрассудным. Кто-то именно тем, что они всегда подозревали. Но внутри той комнаты ничто из этого не имело значения. Потому что впервые история не опережала их. Она не преследовала их. Она не определяла их. Они сами выбирали ее. И пока все вокруг них закручивалось в шум, заголовки и неуправляемый поток. В центре всего этого оставалась одна истина: это был не просто момент. Это был поворотный пункт. И что бы ни случилось дальше, это больше не будет написано для них.